16 апреля мы в прямом эфире, друзья мои, продолжаем нашу рубрику «Канал дня». Сегодня я вам расскажу, как заработать на канале для психологов, даже если вы не психолог. Все предельно просто и понятно. Я вам расскажу, сейчас покажу на примере, что делать. А если вы хотите узнать, как это делать, то вам стоит стать спонсором нашего канала «Школа видеоблогеров» для того, чтобы получать полезные и ценные советы, прямые эфиры, стримы, уроки специально для спонсоров школы видеоблогеров. Итак, поехали. Канал дня. Как сделать канал? Смотрите, внимательно. Для психологов, не будучи психологом, и на этом заработать. Первое. Я бы хотел, чтобы вы поняли для себя одну простую вещь и одну простую аксиому. Аксиома – это теорема, то есть аксиома – это то, что не надо доказывать. Я думаю, вы сейчас согласитесь с этим. Большинство психологов грешат тем, что пытаются выдать из себя умную даму, либо там грамотного мужа и начинают сыпать какими-то фразами, непонятными тезисами, словами, которые большинству людей непонятны. И здесь кроется камень преткновения, почему у многих психологов не получается делать грамотные каналы. Именно потому, что люди не любят думать, вот как бы вы ни хотели, и это вот простое утверждение, люди не любят думать, и если им надо что-то думать, соображать, искать значение этого слова, то, скорее всего, они этот канал покинут. Почему я говорю именно про канал? Потому что люди в большинстве своем приходят на YouTube, на развлекательные сервисы не для того, чтобы проработать свои страхи, убеждения, чтобы проработать свою там, самооценку, узнать, почему муж изменяет. Нет, они хотят развлекаться. А тут многие психологи предлагают им думать, кидая и набрасывая термины. Причем же здесь вы, спросите вы? Все предельно просто. Вариант второй, то есть тезис второй, который вы должны для себя понимать, что на Ютубе, либо в интернете существует всего две аудитории. Первая аудитория – это та аудитория, которая еще не знает об этом продукте, об вашем канале, об этой проблеме, а вторая уже знает, и много-много их, этой аудитории, пасется на лугах или там на каналах психологов. У вас есть два варианта. Первый – это рассказать и заманить к себе новую аудиторию, которая еще не обращалась за помощью психолога, она еще не знает, что это такое психология, не знает тезисы, боли, проблемы. Либо второй вариант – это отобрать аудиторию, которая уже существует на каналах психологов. Для чего, спросите вы? Для чего? Чтобы заработать. Любой канал делается только для того, чтобы заработать. Когда ко мне приходят люди и рассказывают о том, что типа нет, Александр, мне не надо заработать, я вот хочу, вчера буквально у меня был клиент, я хочу просмотры, подписчики, там ля-ля-ля, да, но не для заработка, у меня с деньгами все окей, говорит он. Но постойте, а для чего же вам подписчики, для чего же вам просмотры, да? Конечно, чтобы качать свой личный бренд, чтобы потом уже как бы чуть-чуть дальше, продавать рекламу задорого. Я понимаю, что у каждого свое понимание продажи рекламы. Так вот, и третий тезис в этом нашем с вами повествовании, в этой идее канал дня, это то, что вы можете отбирать аудиторию у каналов психологов, рассказывая этой аудитории все про психологию, про какие-нибудь там, не знаю, про случаи, про примеры, про какие-нибудь интересные там моменты простым языком, без терминов, без тезисов, без каких-то замысловатых приглашений на, не знаю, там, на расстановки, на проработку, на терапию. Почему? Потому что люди в русскоязычном сегменте, они боятся слова психолог. От слова вообще. Потому что и для меня было открытием, я не понимал, что некоторые не понимают разницы между психотерапевтом
и психологом. Для людей это в принципе одно и то же. И в нашем обществе русскоязычном, если ты идешь к психологу, то это в принципе равносильно, что ты идешь сдаваться в дурку. Ну вот плюс-минус, да, как бы у нас не принято в обществе ходить к психологу. А отчасти почему? Потому что многие психологи рассказывают на своих там вебинарах, на своих каналах, какие-нибудь ведут уроки, мастер-классы, рассказывают, но на языке психологов. Они забывают главный наш тезис, то, что они не ваши, то есть этот психолог не является своей целевой аудиторией. Но при этом он рассказывает так, как это бы было понятно для психологов, но для подавляющего большинства это непонятно. Окей, спросите вы, а где же здесь деньги? Первое. Если вы сейчас попробуете сделать рекламную кампанию для психолога в Яндекс.Директе, в Google Ads, то вы столкнетесь с огромной конкуренцией. Это раз. Второе. Такие рекламные кампании очень неохотно, все более и более неохотно пропускаются рекламными системами, потому что все больше и больше людей, которые выдают из себя психологов, коими не являются, соответственно, могут навредить, и это такой пограничный контент. Ну и третье, естественно, вы можете, привлекая к себе аудиторию, в которой заинтересованы психологи, естественно, продавать рекламу этим самым психологам. То есть тут предельно все просто. То есть вы просто идете по второму варианту и забираете людей у психологов, потому что они не могут объяснить им простые прописные вещи, они пытаются быть умными, заумными, сверкают дипломами, образованиями, там, да, но при этом говорят неинтересно, скучно и заумно. А вы рассказываете это простым языком. Какой же пример, почему у меня сработал триггер? Недавно я увидел замечательный такой блог, называется «Психология в картинках». И вот все, что вам надо сделать, это повторить эту психологию в картинках на видео, для огромного большинства людей. То есть там психология в картинках, почему появляются измены, как люди манипулируют, какими приемами манипулируют, как они заставляют вас, там, допустим, делать то, что надо им, и вы этого не хотите. То есть простые примеры простого поведения и обоснования. Это самое, то есть и таких, поверьте, таких примеров вам хватит контент-плана на не то что годы вперед, а на сотни лет вперед. И вот объясняя простые вещи простым языком, простым людям, вы действительно сможете собрать аудиторию. А потом очень внимательно подходить к рекламе, потому что эта аудитория очень чуткая. И если вы сможете простые, вот просто, да, у вас есть, просто набираете в Яндексе, в Гугле «психология в картинках». Вот набираете это, видите, как это все рассказывают, и вы это все пересказываете на видео. Даете там примеры, даете свои примеры, и у вас все получается. Я думаю, что был вам полезен. Если вы хотите узнать больше про этот способ, про эту идею развития канала, то приходите, становитесь спонсорами нашего канала. Мы в клубе, в нашей группе подробненько разберем и расскажем про эту идею. Как бы я ее делал, какие здесь, с чего начинать, что делать не надо, как искать конкурентов, как писать сценарии, как делать обложки для такого канала и как продавать на нем рекламу. Спасибо за внимание. Это был наш такой, я думаю, что ежедневный стрим про идеи для канала, где я буду делиться с вами идеями для канала, которые я бы сделал сам, если у меня было время. Поймите правильно, что я сейчас очень много смотрю каналов, очень много идей, и я бы не хотел, чтобы такие денежные классные идеи проходили мимо моего мозга и мимо ваших ушей и глаз. Поэтому я решил делиться этим с вами. Думаю, что вы поддержите, и думаю, что некоторые из вас начнут делать интересный канал «Психология простыми словами». Пора барабан. Все? Да, конец. А кто слушал, молодец.